Приветствую зрителей моего канала, меня зовут Александр, и сегодня я распакую материнскую плату для моего вот этого смартфона Samsung Galaxy Note 2 модель N7120. Аппарат я приобрел в минской компании Mobilife 3 февраля 2013 года. Он отлично проработал 4 года и 8 месяцев, но смартфоны Samsung и некоторые другие бренды предрасположены к такой болезни, как ее называют синдром мгновенной смерти. Это внезапно выходит из строя микросхема флеш-памяти, то есть это встроенная память смартфона, на которую устанавливается операционная система и которая используется большинством приложений, установленных из Google Маркета, или сторонних программ. В моем случае с смартфоном я последний раз пользовался на улице и, придя домой и вынув из кармана, обнаружил его в режиме перезагрузки, когда на экране отображается логотип, название и номер модели. И далее никакого движения не происходит. Извлек батарею. Какое счастье, что в аппаратах прошлых лет нет тупых стандартов влага- и пылезащиты. Но результат тот же. И предпринятая попытка recovery также не дала никаких результатов. И сейчас при включении на экране вот такая вот картинка. Данная модель телефона меня целиком устраивает. В 2013 году это был флагман от компании Samsung ценой $700. Я его приобретал. Судя по ссылке на официальный сайт, который указан на коробке, и языку, на котором изложена инструкция, смартфон реализовывался на рынке Польши и был ввезен в Беларусь для продажи. Здесь стояла оригинальная прошивка, которая обновлялась по воздуху, но запиленная под польского пользователя, так как некоторые предустановленные приложения поддерживали польский язык. И пользуясь случаем, скажу, что все расходники выходят из строя спустя пару лет пользования ими. Сначала это, конечно же, аккумулятор емкостью 3100 мАч. Вероятно, сейчас на мировом рынке пошла тенденция использования при производстве экоматериалов, потому что силиконовое покрытие гарнитуры, кабеля, зарядки стало разлагаться уже в процессе пользования ими. А сам смартфон, никогда не знающий защитных стекол, внешне в хорошем состоянии и меня устраивал до выхода из строя флеш-памяти. У меня 16-гигабайтная версия аппарата, его характеристики представлены здесь, на тыльной стороне коробки. Тем зрителям, которые просматривают это видео, которые, как и я, решатся на восстановление данной модели смартфона, хочу сказать, что дело это не благодарное и не совсем выгодное, точнее вообще не выгодное, поскольку телефон уже давно снят с производства, запчастей новых к нему нет. Если вы найдете материнскую плату, то это уже будет именно рабочая плата с какого-то неисправного смартфона изъятая. Она все равно, флеш-память на ней когда-то выйдет из строя. На какой период вам этого хватит, неизвестно. При этом, по минским сервисам я просматривал, материнская плата стоит порядка $55, а телефон, который был в пользовании, где-то стоит порядка $90. То есть разница тут $30, 35. То есть я рассматривал такой вариант купить материнскую плату как можно дешевле. AliExpress предлагает данные платы за $25. Я сделал такую попытку, приобрел эту плату. И ровно через 1 месяц эта посылка у меня. Неделю продавец собирал заказ, и 3 недели она была уже по пути из Финляндии в Беларусь. Причем трек-номер отслеживался четко, весит она 128 грамм, и оценили ее ровно в половину, почти в половину, $12. Так, вскрываю. Сразу прощупывается картонная коробка под пакетом. Так и есть. Вот такая стильная упаковка. В пупырке завернута материнская плата. Возьму крупным планом, чтобы вам показать. Для вскрытия корпуса смартфона, я уже вскрыл, но покажу вам очередность. Необходимо снять заднюю крышку
извлечь аккумулятор. И затем с этой тыльной стороны необходимо выкрутить все 11 винтов. И извлечь стилус, конечно же. Затем медиатором со стороны именно стекла или экрана, как кому удобно, открепить по периметру защелки. Ну и в результате у вас получится такой набор. Чтобы снять материнскую плату, необходимо соединить все шлейфы, включая антенну, и выкрутить один вот тут черненький винтик. Все, достаем материнку старую и вновь прибывшую, восстановленную. Ну, необходимо еще отсоединить камеру. Так, вот наш процессор. Это не рабочая плата, это восстановленная. И сама флеш-память вот с наклейкой. Так, вот здесь, по-моему, экранчик не одет до конца, да. Ну что же, попробую установить эту плату в смартфон и проверить его работоспособность. Установка новой платы заняла какие-то несколько секунд. Итак, подключаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шлейфов и одну антенку. Вот здесь вот коаксиальный такой разъемчик. Так, устанавливаем аккумулятор и зажимаю кнопку Power. Вот в таком положении был телефон зависший, когда флеш-память не работала. Вот на имя бренда, модель. Да, все вроде запускается. И резюме такое, что я все-таки не доверяю этому продавцу. И ссылочку я оставлю, чтобы вы, конечно, к нему не обращались. Значит, можете ознакомиться, какая здесь прошивка, версия. Android 4.4.2, прошивка, версия ядра, номер сборки. Значит, я в этой прошивке, точнее даже, наверное, в этой материнке выявил 3 неисправности. Первая неисправность — это в процессе телефонного разговора, именно по радиосвязи, собеседник меня не слышит в микрофон. При этом сам микрофон работает и с диктофоном, и при записи на видеокамеру. Все отлично записывает, и также он работает при разговоре в Вайбере и в Скайпе. Подключал также внешнюю гарнитуру. Микрофон внешней гарнитуры также работает со всеми этими приложениями, только в процессе телефонного разговора тоже меня не слышит. Второй недостаток. Отлично работает динамик. Музыка воспроизводится все хорошо, но при подключении внешних наушников звук в наушниках очень тихий, дребезжащий и с искажениями. И еще такой недостаток. Вот, при выключенном телефоне, при подключении кабеля питания для зарядки, телефон сам по себе включается. То есть происходит рестарт и начинает загружаться система. Кнопку Power при этом я не нажимаю. При уже загруженной системе, если я нажимаю кнопку питания и выбираю пункт «Выключить», не рестарт, а именно «Выключить», телефон выключается и все равно перезапускается система. То есть происходит именно рестарт, а не выключение. Вот, не рестарт, а выключаю. Устройство будет выключено, да. Вот он выключается и сам по себе автоматически начинает заново включаться. Вот он сам начал включаться. 3 неисправности. Открыл диспут. Не знаю, чем решится этот диспут, но пока такая ситуация. В конце видео, наверное, все-таки расскажу результаты. Но по итогу диспута AliExpress, точнее администрация AliExpress, рассмотрев мои
приложенные видео доказательства, принял мою сторону, вернула мне в течение 3 дней после закрытия диспута деньги на мой счет. Поэтому попытаюсь еще раз заказать в другом магазине. Ну а этот магазин, конечно, к сотрудничеству не рекомендую. Магазин не идет на какой-то контакт, а стандартно требует закрыть диспут. Якобы это является каким-то препоном для решения нашего спора. Но по итогу оказалось следующее. Все выявленные мной недостатки, неисправности принадлежат именно материнской плате. Ее прошивки или аппаратные части, не знаю. Я так досконально не выявлял. Потому что в конце концов я обратился уже в наш сервис, Белсервис. Так называются ремонтные мастерские Белсервиса. Да, приобрел у них новую материнку за $55, 110 белорусских рублей. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи, пока. И обязательно увидимся в новых видеороликах. Счастливо!